Канал Валерия Табакова представляет 5 лет президентства за итоги от Ирины Фаріон. Слава нації, шановне панство. Слава нации, уважаемые господа. Про пятилетний термин. Наш сегодня разговор очень краткий о 5-летнем сроке пребывания на посту президента человека, которого мы считали внеполитическим. Позаполитичную. Хотя на самом деле, его 95-й квартал, основанный в 2006 году, был носителем абсолютно политической идеи. Абсолютно политичной идеи. Суть этой политической идеи 95-го квартала, где главным актером, то есть клоуном, был Зеленский, это продолжение совка в Украине. Это работа на русский мир. Это полная встроенность в московскую культуру и не только из-за московского языка, а из-за исповедуемых им ценностей тех людей, которые были вокруг него. А через цінності, які він сповідував, і ті люди, що були довкола нього. Якщо висловитися метафорично, если выразиться метафорически, то это яркий типичный представитель поколения пионеров и октябрят партии регионов. І жовтенят партії регіонів. Тобто, як бачимо, ідеологія партії регіонів... То есть, как видим, идеология партии регионов весьма длительна и продолжительна во времени. И не так просто было ее выдавить через Майдан 2014 года, где мы с вами погибали, боролись и думали, что мы тогда эту гидру раздавили. Боролися і думали, що ми тоді цю гидру розчавили. Саме тоді 95-й квартал... Именно тогда 95-й квартал во главе с Зеленским нас майдановцев пренебрежительно называл энерджайзерами, в котором нужно было какие-то эбонитовые палочки прицепить для того, чтобы мы производили какую-то электроэнергию. Саме тоді він нашого президента Віктора Ющенка... В то время он нашего президента Виктора Ющенка называл мистером Голодомором и так далее. Вся так называемая юмористическая псевдокультура этого 95-го квартала базировалась на высмеивании украинцев. Тому вважати цю людину, яку... Поэтому считать этого человека, которого значительная часть украинцев посадила на президентский трон, заведенным из неполитической среды, бессмысленно. З неполітичного середовища безглуздо. Насправді він завжди творив совкову политику. На самом деле он всегда творил совковую политику. То есть можно быть 20-летним и быть абсолютным совком, а можно быть 85- и 90-летним и быть абсолютно свободным человеком, которого из-за крепости своих убеждений не задела ничтожная совковая идеология. Нікчемна совкова ідеологія. Тобто, після Майдану, на чолі держави, мы То есть после Майдана во главе государства мы получили человека с абсолютно советским мировоззрением. А саме з совєтським. Я хочу назвать это именно советским мировоззрением. Это один контекст проблемы. Чому суспільство так зробило? Тому що попередній президент на прізвище Порошенко... Второй контекст проблемы. Почему общество так поступило? Потому что предыдущий президент по фамилии Порошенко, который пришел к власти на крови майдановцев, взобравшись где-то там под Кабмином или Верховной Радой, уже не помню, на трактор и провозгласив какие-то бессмысленные вещи, настолько дискредитировал национальные ценности, которые позаимствовал у националистов, потому что оно ничего своего не имеет, кроме грязных денег, и общество, наблюдая за той клоунадой, за тем фарисейством по беспрецедентному разворовыванию государства, по созданию Иловайского котла, по угодничеству с пылом, по минскому формату, по введению в Конституцию Украины странных формирований ЛНР и ДНР, за подрывом по меньшей мере 5 заводов с оружием, у общества возникло настолько омерзительное отношение к этому человеку, который рядился в вышиванке. Заводів із зброєю. Суспільство настільки збридилося тим чоловіком, а дети которого говорили московским языком, а невестка вообще имела московское гражданство, что оно повело себя так, как подросток. Московське громадянство. Суспільство настільки зогидилося, що повело себе так, як підліток. Топнуло ножкой вроде бы назло. Неизвестно кому выбрало человека вне политики. Обрало людину поза політикою. Хоч, як я вище наголошувала,
що ця людина, яку воно, це суспільство недоросле, вважало позу політикою, Хотя, как выше я отмечала, что этот человек, которого оно, это общество невзрослое, считало вне политики, на самом деле был символом советской политики, выплатком этой советской политики и выплатком этой советской политики всегда был вот этот 95-й квартал. Якого збаламучене і інфантильне українське суспільство на знак протесту щодо бариги Порошенка обрало президентом. Він нам обіцяв, як ми пригадуємо, що не важить, якою мовою говорити. Что нам обещал этот мужчина, которого извращенное и инфантильное украинское общество в знак протеста в отношении барыги Порошенко избрало президентом. Он нам обещал, как мы помним, что неважно, на каком языке говорить, важно, чтобы дороги были заасфальтированы и свет светил хорошо, правда? Війни і миру у нас в державі. Тобто ви розумієте, наскільки убогою була ця людина, що вона могла про Путина висловлювати. Теперь у нас в домах нет света и разбомблены все наши дороги. А еще он нам рассказывал, что он заглянет в глаза Пуйлу, и они разрешат все вопросы войны и мира у нас в государстве. То есть вы понимаете, насколько убогим был этот человек, что он мог о Путине высказывать какие-то положительные мысли. Заведеного в політику через повний і абсолютний крах попереднього бізнесу. А с другой стороны, это убогость, это на самом деле укорененный совок. Еще раз возвращаюсь к этому термину. И вот какой у нас итог пятилетней деятельности этого неполитического клоуна, заведенного в политику из-за полного и абсолютного краха предыдущего Бизнесюка, который стал политиком благодаря тому, что имел в своих руках Пятый канал, абсолютно сошедший на нет. Які спільно уклали між собою Порошенко, Путін, Меркель и Оланд. И если в начале этой великой войны, потому что война у нас длится уже 10-й год, единственный позитив Зеленского заключался в том, что он больше не ложился под минский формат, который совместно заключили Порошенко, Путин, Меркель и Оланд. И мы не знаем ни слова о том, что Порошенко сопротивлялся этому. Он тупо под это лег, а перед тем вместе с Пуйлом они организовали Иловайский котел, где был уничтожен цвет нашей добровольческой армии. Будапештського формату. І він вперше про цей будапештський Так вот, позитив Зеленского в начале полномасштабного вторжения заключался в том, что он начал апеллировать к тому, к чему всегда апеллировали мы, свободовцы и будапештского формата. Той політичний голос, що абсолютно відрізнявся від угодовської Європи, И он впервые об этом будапештском формате заявил на Мюнхенской конференции безопасности. Это прозвучало неожиданно, в частности, для меня. Это был тот политический голос, который абсолютно отличался от соглашательской Европы, мертво лежавшей под путинским газом и путинской нефтью. Які зазнали повного і абсолютного краху, а в контексті Будапештського меморандуму, який, звісно, показав, що жодні международные То есть начала выстраиваться другая система международных координат, не в контексте минских договоренностей, подвергшихся полному и абсолютному краху, а в контексте Будапештского меморандума, который, конечно, показал, что никакие международные соглашения у нас в мире не работают, если у государства нет ядерного оружия. Или если государство не делает две вещи. Не милитаризирует свое общество от А до Я, не развивает свой оборонно-промышленный комплекс и идеологически его не подковывает. На протяжении 32 лет украинцы, избиравшие прекрасных в кавычках президентов, соответствовавших украинскому колонизированному мировоззрению большинства, не заботились о двух вещах. То есть не об идеологическом воспитании, нацеоцентрическом или патриотическом, мягко говоря, и более того не развивала оборонную промышленность, а наоборот сдавала, начиная с самолетов, заканчивая ракетами, а о сдаче нашего ядерного статуса государства, третьего в мире, не будем вообще говорить. Выдержал ли эту позицию лидерства Зеленский и ту позицию, которая свидетельствовала бы, что реально из клоуна рождается политик другого качества и другой силы? Нет. Могу утверждать, что он ее совершенно не выдержал, хотя имел такой шанс в течение первого года этой войны. Першого року цієї великої війни. Чому? Тому що суть не лише в тому, аби виробляти міжнародну політику всупереч мінським домовленостям.
Почему? Потому что суть не только в том, чтобы вырабатывать международную политику вопреки Минским договоренностям, а максимально внутренне мобилизовать общество на войну с Москвой. То есть была проиграна, в частности, на протяжении второго года войны, а третьего более того, мобилизация внутренних резервов в нашем государстве. И мобилизацию не только, на мой взгляд, человеческого ресурса, а мобилизацию нашей экономической способности и способности экономики Украины полностью перейти на какие рельсы? На рельсы войны. На рейки війни. Як це робить Путін? Як бачите, Путін успішно, Как это делает Путин? завдяки Китаю, Как видите, завдяки Путин успешно Ірану, благодаря Китаю, обходить усі благодаря санкції Ирану і обходит завдяки все також санкции и благодаря Европейской Сполученим Унии и Штатам Соединенным Америки, Штатам завдяки Америки. всім. Благодаря Він всем он обходит всі все санкции, тому потому ця что это війна, продолжающаяся в яка триває Украине як война, бачимо, как видим, вигідна выгодна всем. усім. Тому найнадійніший спосіб був би виграти цю війну набагато швидше, ніж Поэтому самым надежным способом было бы выиграть эту войну гораздо быстрее, чем мы теперь это видим в перспективе, и, собственно, мобилизовать общество в трех плоскостях. Площина людського ресурсу, мобілізація, що зроблено не було. І найважливіше, Плоскость первая, экономическая, что сделано не было. Плоскость человеческого ресурса, мобилизация, что сделано не было. И самое важное, третья плоскость, внимание, что совсем не по силам оказалась Зеленскому идеологическая плоскость. те, що вона в собі носить. Зеленский не носит. Ибо каждый человек, возглавляющий государство, предлагает этому государству, внимание, только то, что он в себе носит. Для Зеленського прізвище Степана Бандери викликало Зеленский не носит в себе украиноцентрических убеждений и не может их в себе носить. Для Зеленского украинская культура всегда была чужда. Для Зеленского фамилия Степана Бандеры вызвала беспрецедентное отторжение. Зеленский на протяжении всего своего президентского срока ни разу не сказал, что Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, это самый героический период в нашей истории. Он уже смирился с княжеским периодом. Он даже смирился с периодом УНР. Он смирился с любимыми нашей гнилью шестидесятниками, которые не выросли из штанишек шестидесятничества, чтобы эволюционировать к национализму. С этим он смирился. Но он никак не может смириться с тем, что действительно всегда удерживает нас как нацию. Он не смирился с украинским национализмом. И в этом состоит его самая большая проблема и самая большая ошибка. Колосальну тепер недовіру до цієї людини, яка Именно это сейчас вызывает колоссальное недоверие к этому человеку, который, по моему мнению, в первый год своего президентства, как мне это казалось, был способен к эволюции. Теперь я этой эволюции не вижу. И в частности, в ситуации со мной, потому что мое увольнение из Львовской политехники, по моему мнению, это прямое указание администрации президента, потому что здесь прямо была задействована служба безопасности Украины, и даже были задействованы и консулы, что связано с тем, как меня быстро выбросили из эфиров радио Чикаго. То есть это чрезвычайно грубая ошибка Зеленского, свидетельствующая о том, что человек не вырос в политического деятеля, а следует за своими примитивными, эгоистическими стремлениями и предпочтениями. Такова моя аналитика тех 5 лет. Дуже конкретно, що свідчить абсолютно проти цієї людини. Теперь очень конкретно, что свидетельствует против этого человека. Мне как-то глубоко наплевать на этого человека, но поскольку этот человек влияет на развитие нашего государства и на способность это государство удержать или не удержать, то я назову несколько законов, свидетельствующих о том, что нас ждут очень непростые времена, даже тогда, когда у нас будет мир. Дай Бог, чтобы этот мир не был страшнее войны. Йдеться про те, що парламент проголосував спільно із Європейською солідарністю, а для мене слуги народів. О чем идет речь? Речь идет о том, что парламент проголосовал совместно с Европейской солидарностью, а для меня слуги народов и Европейская солидарность абсолютно тождественные проекты. Это как две стороны одной медали. Так вот они, достигнув совместного оргазма, проголосовали за продажу земли сельскохозяйственного назначения.
И только то, что эта земля в основном сейчас заминирована, мы ее еще не продали чужакам. Спросите, пожалуйста, хоть 1/5 израильской земли подлежит продаже. Итак, это первая концепция и это первое свидетельство того, что этим людям доверять нельзя. Ни в первом, ни во втором. И это, по сути, свидетельствует о том, насколько они являются порождениями друг друга, насколько они являются сообщающимися сосудами друг для друга и насколько они опасны для нас. Для нас, яке їхало, таке здибало. Є таке гарне галицьке Два прислів'я. сапога, Друге. пара. Есть Закон такая про статус красивая пословица. англійської мови. Второе. Якось Закон о складно статусе Зеленському британского языка. заперечити Как-то сложно тепер Зеленскому отрицать государственный статус статус державної украинского української языка. мови. Помните его Пригадуєте интервью його московским інтерв'ю языком? московським язиком? Вспоминайте его Пригадуєте пренебрежительное його отношение к зневажливе украинскому ставлення до языку. української мови? Помните, как он на канале Пригадуєте Коломойского він, як Юдин він на плюс каналі Юдин говорил: Коломойського отцепитесь от Юдин русскоязычного плюс Юдин населения, говорив, я русскоязычный, «Отцепитесь как от он там говорил русскоязычного дальше. населення». Не хочу Я это повторять. русскоязичний, як він там казав далі, не хочу цього повторювати. Так от він і його шобло, яке зайшло у Верховну Раду, вигадало інший спосіб знищення української Так мови. вот он и дуже его шобло, високоточною зашедший в ракетою, Верховную Раду, страшнішою за Київчан. придумали другой И ця способ ракета уничтожения называется украинского языка Тобто очень замість того, высокоточной щоб вивчати ракетой. глибоко Более страшный, чем мову у кинжал. школі, И эта у ракета вищій называется школі, английским не языком. надаючи То есть цій вместо мові того, чтобы особливих изучать глубоко этот законодавчих язык в школе и в высшей преференцій, школе, не цю мову, предоставляя этому насправді, языку якщо цей особых закон буде законодательных ухвалений в другому преференций, читанні, этот язык на заводять самом як деле, другу если этот державну закон будет принят во и втором чтении, перепускаю заводит до как карьерного- второй государственный карьерного язык росту у и всіх пропуск сферах к карьерному нашого росту во всех областях нашей починаючи жизни. від державницьких інституцій і закінчуючи функціонування цієї мови у вищій школі. Це Начиная свідчить от про те, що государственных ці держави институтов и заканчивая функционированием этого языка в Третє. высшей школе. Перше – це Это голосування свидетельствует за о том, что во землю главе ОСГ государства призначення. враг. Третье. Первое Далее. – это голосование за землю сельхозназначения. Досі Далее, ці до так сих звані пор это слуги так чужих называемые народів, слуги чужих досі народов. так И звані третье, слуги и это чужих самое народів, важное, третє, что це свидетельствует об найважливіше, идеологической враждебной свідчить политической про силе у власти, ідеологічну они не ворогу проголосовали за політичну запрет силу при московского владі. Вони не патриархата. проголосували за заборону московського патріархату. У нас немає церкви московського патріархату. У нас є підрозділ Федеральної служби безпеки У нас нет Московії. церкви московского Це патриархата. полковники У нас есть чорних подразделение Я Федеральной про це службы говорю безопасности системно Московии. з Это середини полковники в 90-х. черных платьицах. Пригадую, Я як об этом в говорю 15-му році системно один с середины журналіст брав у 90-х мене годов. інтерв'ю, який Помню, тоді как в скандал 2015 стояв году на один всю журналист країну, брал у меня що интервью, Фаріон назвала какой тогда московських скандал попів стоял на всю страну, ФСБшниками. когда Фарион У нас назвала триває московских 10-й попов рік війна. І досі ФСБшниками. депутати У нас 10-й год від идет слуг уродів война. інакше не До сих скажеш, пор не депутаты от голосують слуг уродов за иначе не заборону скажешь, не церкви голосуют за московського запрет церкви патріархату, московского яка не є патриархата, церквою. который не является І церковью. нарешті, напевно, ще один нюанс, на якому би я хотіла наголосити. И, наконец, це наверное, еще один нюанс, способом который я бы хотела повний подчеркнуть. провал Это з полный провал мобилизации в стране через из-за отсутствия відсутність мотивации. мотивації. Почему мы Чому ви удержали підтримали Киев? Київ? Почему нам удалось Чому первое нам контрнаступление по вдався освобождению перший Харьковщины? контрнаступ щодо Почему визволення нам удалось освободить Харківщини? Херсон, в Чому который нам почему-то вдалося враг зашел без визволити всякого сопротивления? Херсон, Потому что чомусь первая волна ворог добровольцев зайшов имела без высокую жодного мотивацию спротиву. защитить свое Тому государство. що перша хвиля добровольців мала найвищу мотивацію захистити свою державу. Але все в тому житті колись завершується. Вони не вічні. Но все в Не этой вечны жизни когда-то психологические завершается. И Мотивацію они не мало вечны, мати усе не вечны суспільство. психологические Суспільство силы. на загал Мотивацию не должно было демонструє иметь все внутрішню общество. силу, Общество вообще не Влада, демонстрирует внутреннюю силу. яка Власть, абсолютно не которая працює абсолютно на не работает на ідеологічну идеологическую цілісність целостность суспільства, общества, яка не которая не мобілізує мобилизует на войну своїх своих детей и не дітей, работает на яка военную не промышленность, працює на которая не військову показывает промисловість, личный пример, яка не дає не власний голосует за приклад, надлежащие яка законы не в голосує за парламенте, належні в закони частности у за запрет парламенті, московского зокрема патриархата, за заборону не дает этому московського обществу патріархату, этой высшей не мотивации, дає духа, цьому благодаря суспільству которому тело цієї рвется в бой. найвищої мотивації. Духу, що тіло рве до бою. Ось з таким Вот таков підсумком итог, села которым пришел актер пришел 95 актер кварталов 20 95 мая кварталу 2024 до года. 20 Итог не травня очень утешительный. 2024 року. Підсумок не дуже втішний. Але, шановне панство,
потішу вас тим, Но, уважаемые господа, суспільство порадую вас тем, что наше общество завжди всегда було было сильнее сильніше за тех, тих, кого кого оно воно выбирало. обирало. Вот такие Вот мы с такие вами мы с вами парадоксальные, что в парадоксальні. отличие от московитов, Что на которые відміну все від время московитів, выбирают які Пуйла, весь в час отличие от обирають белорусов, Пуйла, все на время відміну від выбирающих білорусів, Лукашенко, які весь мы час обладали обирають такой Лукашенка, способностью менять власть мы каждые 5 лет. мали таку здатність змінювати владу що 5 років. Лише, здається, Кучму ми протримали. Только, кажется, Кучму мы продержали 2 срока. Я понимаю, что во время военного положения, очевидно, опасно проводить выборы, потому что в таких условиях честно проголосовать невозможно. Неможливо. Але разом з тим ми з вами маємо давати чесну оцінку. Но вместе с тем мы с тим, вами должны давать кого честную оценку тем, 45% кого 45% голосувальників избирателей тогда, тоді, или чи 49, кажется, 49% всего-навсего пришло на выборы обрало и избрало до власть. влади. И помним, что И мы всегда в нашей пам'ятаємо, истории що были спасены ми именно завжди тогда, були когда врятовані у общество нашій становилось історії, сильнее власне, тоді, избираемой коли власти. суспільство Очень бы ставало хотелось, чтобы сильніше наконец за общество владу, и власть яку работали в унисон. обирало. Дуже Они би все хотілося, время соревновались щоб между нарешті собой, суспільство теряя і время для влада будущих поколений. працювали унісон, а не весь час змагалися між собою, втрачаючи час для майбутніх поколінь. Дякую, що ви були Спасибо, з нами. что вы были с нами. Бажаю Желаю нам всем нам силы, витривалості, выносливости и, конечно, победы. перемоги.